Счастье, счастье, счастье летит. Моим любимкам тельцам летит счастье, и мы его с вами запускаем вместе. Счастье в 23 год. Запускаем, летит, и мы его с вами обязательно поймаем. Так, основательно, капитально поймаем, и это все счастье пронесем целый год. Ну что, мои хорошие, 23 год и транзиты, с которыми мы с вами на протяжении этого времени будем рассматривать, сталкиваться, следовать подсказкам 23 года для вас, тельцы. Ну и хочется начать, конечно же, с вашего управителя, с Венеры. Но все-таки начнем, или давайте начнем с Венеры. Да, начнем с Венеры. Венера с 17 марта по 12 апреля, с 17 марта по 12 апреля Венера будет находиться у вас. Венера идет к себе домой и будет находиться у вас. Конечно, ее прекрасное, самое лучшее положение любой планеты – это тогда, когда она находится у себя дома. Ваша Венера – управитель и для весов, таким же образом Венера играет, и для тельцов. Ваша Венера другого характера. Она очень приземленная, которая вот именно любит удовольствие, наслаждение, хорошую мебель, удобное кресло, вкусный стол. И посчитать любит хорошо. Потому что приземленная Венера. Очень редко, когда Венера в розовых очках витает в облаках, какие-то что-то поступки сделала, а потом пришло время, пришла осень или пришла зима, ой, а что, тут нету финансов заплатить, здесь долг, а здесь я... Ну, это не по Венере. Она очень приземленная, но в то же время очень мягкая, очень доброжелательная. Но есть стержень абсолютно, земной знак. Не может быть без стержня. Конечно же, есть стержень. Большой потенциал есть всегда, порог терпения, я вам говорила. Но, конечно, если необходимо, Венера всегда есть предел, где она покажет свой характер, она покажет свое отношение. Да, будет шансы давать. Да, будет обходить какие-то конфликты, но до предела. И вот когда Венера появляется здесь, конечно же, здесь настолько Венере хорошо. Во-первых, появляется болезнь, если какая-то была, отступает, потому что сама Венера сюда пришла, управительница сюда пришла. Финансовые какие-то вопросы, что-то не решались, решаются. Личные отношения как-то не складываются. То есть Венера, конечно, располагаясь у себя дома, она будет в очень благоприятном расположении к своим тельцам. Затем, когда Венера сделает транзит после 12 апреля, она все равно остается у вас, для вас, уже идет по второму сектору, по сектору финансов. По сектору финансов, и с Венерой очень приятно делать в финансовой сфере. Она, конечно же, будет здесь, еще раз говорю, если кому-то придется столкнуться с каким-то институтом финансовым, с банковской структурой, с какими-то выплатами, то здесь на этом аспекте, когда сюда приходит Венера, она несет с собой романтику, она несет с собой влюбленность, она несет с собой наслаждение, удовольствие, радость. Она все это принесет, но в то же время, если где-то в каких-то органах вам необходимо, чтобы вам начислили больше добавку к пенсии, чтобы вам пришли выплаты по уходу за кем-то, то есть все, что это необходимо, вам будет сопутствовать в этом отношении удача, которую принесет с собой Венера. И когда она зайдет к вам с 17 числа до 12 апреля, и потом, когда она сделает следующий транзит, она потом пойдет к Близнецам, где она тоже очень любит быть, то она останется у вас во втором секторе финансовой поддержкой. Затем с июля по сентябрь месяц Венера делает ретроградность. Это не часто ретроградность Венеры, это бывает раз в 2 года. Венера делает ретроградность, и в этой ретроградности необходимо вернуться и закончить все свои дела. Это дела как личного характера и опять также и финансового характера.
Если у вас были какие-то незавершенные в личных отношениях дела, если вы с кем-то в ссоре, с кем-то никак не могли прийти к какому-то решению, то вернуться и решить все эти дела. А также могут появиться старые друзья, от которых вы давно-давно ничего не слышали. Это могут появиться родные, с которыми вы связь потеряли. Это могут появиться бывшие ваши симпатии, которые, может быть, симпатии когда-то были вместе, где-то работали, где-то вместе учились. Может быть, это ваши бывшие супруги, с которыми не сложилось, жизнь как-то развела. То есть возвращаются люди, но не для того, чтобы что-то завершить, что-то закончить, а они посланы для того, чтобы какой-то свой личный еще раз опыт пережить. А вполне может быть и возобновить какие-то отношения. Если особенно тельцы, кто в поиске, кто не в паре, и вы встречаете человека, с которым вы знакомы, это был ваш сосед. Ну, были в детстве, может быть, там в молодости были какие-то симпатии. Жизнь потом развела вас, и когда вы встретитесь в этот период, то вы можете не восстановить отношения, их, может быть, и не было, просто вы были знакомы. Либо восстановить отношения, которые были, это тоже шанс. Тельцы дают шанс своим прошлым отношениям. Ну и, конечно же, если была ссора какая-то крупная, это может быть в своей семье, это может быть с детьми, может быть с родителями, может быть кто-то с сестрой не разговаривает, был конфликт с братом или с невесткой, или ну вот кто-то с племянником, с кем-то, то это тоже ретроградность всегда напомнит, чтобы вернуться и, возможно, решить эти все вопросы. Дальше что смотрим? Какие? Ну, у вас стоит Уран. Он как стоял, так и стоит, и будет еще стоять до 26 года. И Уран, с одной стороны, таким, знаете, вот неожиданным разрушителем выступает. Неожиданно что-то происходит, событие, потому что по Урану это разрушение. Иногда эти разрушения прям нужные, они прям созрели, или они давали знать, звоночки уже были, но ты не обращал внимания. Особенно у тельцов, когда вы ментально не даете отдыха. Это вы чувствуете уже звоночки, усталость, вялость, нет энергии. Вы понимаете, что это что-то вы уже переутомились, иногда просто думки думая переутомился. А тельцы плюс еще и дела делая. И эти звоночки вы получали, но вы на них не реагировали. И что посылает? Вот этот Уран, он такой разрушитель, посылает уже, это последняя стадия. Когда достучаться до тебя не может обстоятельства, ты их не слышишь, ты их не считываешь, то вот таким разрушительным действием делает Уран. Неожиданные перемены, которые Уран может принести точно так же в личной жизни. Вот так неожиданно сводит людей очень неожиданным образом. Это может быть даже в неожиданном месте, где совершенно ты не можешь даже представить, что ты там встретить можешь какого-то человека. Если, например, ты пошел, ну, так скажем, ты проходишь какой-то где-то в санатории, и этот санаторий закрытого вида, там несколько человек, ты проходишь там какую-то, допустим, реабилитацию или курс какое-то лечение, что там люди абсолютно не расположены никаким знакомством. Да, ты вот именно здесь можешь получить такое неожиданное, приятное знакомство, где вы вместе проходите. Кто-то после аварии восстанавливается, кто-то после травм, кто-то после переломов. Вот вы абсолютно, вы работаете для того, чтобы немножко себя восстановить, а не для того, чтобы смотреть по сторонам и себя представлять, чтобы познакомиться. И вот именно вот в труде, где ты восстанавливаешься, ты можешь встретить такого же человека, который тоже в какой-то определенной ситуации находился и находится сейчас в реабилитации своего здоровья. И такие случаи есть, не буду на камеру озвучивать, но есть люди, которые встретились там, где очень-очень сильным заболеванием, и один, и другой в таком корпусе лежали, где это уже последние дни. И они там познакомились, и они еще себе продлили их только отношения. То, что вот они там познакомились, эти отношения
завязались отношения, и они себе таким образом продлили жизнь. Скоротали очень достойно, так как бы одинаковой болезнью болели и скоротали очень достойно свои годы. То есть вот такие неожиданные абсолютно, это тоже все по Урану делается. Очень такие неожиданные встречи могут произойти те, кто в поиске, те, кто еще не в паре. Дальше смотрим, что Юпитер. Ну что, мои хорошие, Юпитер очень любит Тельцов. Ну потому что Юпитер это что? Это большое счастье. Тельцы это кто? Малое счастье. Венера. И с 17 мая до 26 мая 24 года год. С 17 мая по 26 мая 24 года, не 23, 24 года Юпитер заходит к вам. Юпитер заходит к вам, который несет большие перемены. Но так как у вас стоит Уран, эти перемены неожиданные. И плюс ко всему, добавлю к этому, еще и в конце года, 16 ноября, к вам зайдет на 7 месяцев Селена. Это такое же счастье. Это ангел-хранитель, который возьмет вас за руку и проведет аккуратно, осторожно, помогая, защищая, оберегая, на что ты сможешь опереться, на что ты можешь надеяться, за что ты можешь уцепиться. Вот таким образом ангел-хранитель вас проведет. Плюс Юпитер, плюс Венера будет у вас в первом доме. Вот таким. И, конечно же, Уран. Очень неожиданно появляется какой-то наставник, наставница, какой-то интерес появляется в жизни, приобретаете какой-то курс, встречаетесь с какой-то литературой, с книгой, с людьми, за которыми хочется тянуться, слушать, совершенствоваться, узнавать. В Юпитер, находясь у вас, вот такое делает транзит для вас, Юпитер, который раздаст вам мудрости, и он вас успокоит ментально. Очень нуждаются в спокойствии ментальном, нуждаются тельцы. А также, конечно же, эта же Селена может принести просто твоего человека. Вот не принято уже так говорить, твоя вторая половина. Но вот именно вот такого человека, который очень будет на тебя похож. Вот вы похожи. Обычно говорят, людей притягивают, когда они разные, когда... Нет, для тельца очень хорошо, когда такой же, как ты. Тоже может уступить, тоже может извиниться, тоже может отстоять где-то свое, уйти от конфликта, уйти от какой-то разборки. То есть вот такого абсолютно близкого по духу своего человека. И ангел-хранитель вот так вот просто за руку либо приведет, либо тебя куда-то поведет. Ты окажешься в том месте и в то время, где ты сможешь встретить своего человека, друга, партнера. И ангел-хранитель вместе с Юпитером сделают эту работу, охраняя, защищая, помогая, оберегая, направляя. Это все абсолютно сделает работу для вас и Юпитер, и Селена, которая будет находиться. Селена зайдет к вам с ноября месяца, но до ноября месяца у вас уже будет Юпитер находиться, и у вас будет Венера по вашему первому дому, а потом по второму дому пройдет, то есть событий будет достаточно. Дальше что? Ну вот затмения в этом году их будет 4, это абсолютно нормально, то есть в 2020 году у нас было 6 затмений, и мы видели, какие мы с вами потрясения были. В 2021-2022 году это было 5 затмений, а в 2023 году 4 затмения – это абсолютная норма. То есть таких вот стрессовых ситуаций глобального масштаба мы можем быть от этого защищены. И первое солнечное затмение 20 апреля будет у вас в очень закрытом секторе. Там, где, еще раз говорю, вот прям отдохнуть, головой отдохнуть, какие-то святые места посетить, что-то
что-то отвлечься, вот освободить себе голову, освободить свои тревоги, переживания, даже ту же суетливость, даже какую-то нагрузку с себя скинуть. И будешь, скидывая с себя эту нагрузку, будешь ощущать, что все как-то функционируют и без моей помощи, и без моего участия, а все прекрасно функционируют. А я-то думал или я-то думала, что ой, без меня все рухнет, или ничего никто не сможет. И как-то будете чувствовать, что чем больше вы отпускаете вот эти бразды правления, тем вам становится легче, вы освобождаетесь. Ну и что, конечно же, это Сатурн, который сделает транзит. Сатурн сделает транзит в знак зодиака Рыбы. И этот транзит, о котором будет подробная информация по знакам, как он будет себя вести. Но для вас Сатурн это, безусловно, это опыт. И есть такое для тельцов. Тельцы, проходящие определенный опыт, часто делают выводы. Вы, как правило, не ходите по кругу, на те же грабли не наступаете, тельцы, потому что, конечно, ваша Венера приземленная, она, вот знаете, такое выражение, вот дружит она, вот дружит с головой. При том, что все, ну вот как-то вот приземленно. И, конечно, этот опыт, который у вас по Сатурну, который вы наработали опыт, вы им будете пользоваться. Сатурн сделает свою работу основательно. Он выработает вот этот вот стержень, который за какой-то период времени немножко тельцы потеряли его, потому что была очень большая, не столько даже физическая, хотя и физически вы много берете тоже на себя, не столько даже физической, сколько ментальной. Вы много за всех думали, переживали, покоя себе не давали. Вот ментально нужно абсолютный, вот такой большой продолжительный сделать выходной отпуск, который займет целый год. И вот этот стержень вам дает вот транзит, когда перейдет Сатурн в знак зодиака Рыбы, вот этот вот именно стержень вырабатывается, и какая-то появляется уверенность в том, что у меня на все хватит денег, у меня на все хватит сил, у меня на все хватит времени, у меня на все хватит моего собственного опыта. И Сатурн тоже точно так же скажет: цени свое время, уважай свой возраст, цени свой опыт, который ты можешь, и делай только тогда, когда кто-то спросит об этом, не предлагая себя. Кто-то спросит о моей помощи, мое время, мой опыт предъявить, сказать. Вот оцени его по достоинству. Это, конечно, по Сатурну. Ну и, конечно, Плутон. Плутон очень долго находился в знаке зодиака, тоже земном, в Козероге. И Плутон делает транзит. И этот транзит будет медленный, долго будет находиться в знаке зодиака Водолей. И Плутон здесь столкнется с такими двумя гигантами, как Уран, который стоит у вас, но он управляет Водолеями. И, конечно, Плутон и Уран, который у вас, но он стоит, Плутон, в том месте, где находится Уран и Сатурн. То есть, конечно же, все аспекты, которые будут в этот период проходить между Плутоном и Ураном, очень существенно на вас будут влиять. А это неожиданно, а это случайно, а это вдруг перемены, большие перемены. Это могут быть переезды, это могут быть новые личные отношения, это могут быть Плутон трансформации, Уран разрушения, революции, буря. Все, закончилось у меня терпение, взорвалось все. Хочу все поменять. Это вот так себя ведет Уран. И, конечно, когда они будут между собой сотрудничать, это один аспект. Когда они делают противостояние между собой, тоже вот что-то, то, что назрело, то, что уже подошло к финальной точке, то будет заканчиваться, будет разрываться. Конечно же, эти все аспекты мы с вами будем постепенно
По ходу того, как они будут получаться, то мы эти аспекты будем с вами рассматривать. Ну вот такой вот год, я могу сказать, просто проводник удачи. И проводников удачи достаточно, и они все очень весомые. Это ваша Венера. Это, конечно же, Селена и Юпитер. Посмотрите, проводник удачи, крылья ангела, защитника, заступника. Очень Селена любит бывать у тельцов, но потому что тельцы тоже очень нуждаются в защите, нуждаются вот в этой поддержке, и ментально тельцы очень много переживают, но переживают не душой, а в голове переживают. Очень схоже с раками, да, две разные стихии, но очень-очень перекликается, потому что там душа, а у вас, конечно, ментально, и вы не справляетесь ментально. Иногда очень трогательно. Вот тельцов абсолютно видно. Вот те тельцы, особенно дети. Дети-тельцы, их очень сильно видно, когда они переживают, как вот не душой, а вот головой ребенок переживает. Но это и потом отражается, конечно, остается это потом на годы, остается и взрослый человек, тельца, и женщину, и мужчину, его сразу видно. Он, переживая во взрослом возрасте, как ребенок переживает эти какие-то ситуации, но не душой, а именно ментально, головой. Поэтому, конечно, очень следите за тем, что вы оставляете за целый день, с чем вы ложитесь, что вы оставляете, какой эмоциональный фон ментальный вы оставляете. Все это убрать, все это убирать, все это отодвигать, не нести эту тревожность и неуверенность эту нести годами. И, конечно же, просто проводники удачи, вот они вам будут попадаться в виде книги, в виде литературы, в виде человека, в виде друга, в виде партнера, в виде вот второй половины вашей. Вот эти проводники будут на протяжении всего этого года вас оберегать, охранять и проведут с вами весь целый год. И, конечно же, такой проводник, как Розана. А все, кто с Розаной, все, кто со мной, несмотря ни на что, станет счастливым, спокойным, будет наслаждаться жизнью, появится уверенность, несмотря ни на что, и любовь. Ну, а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, мои хорошие тельцы, не оставлю вас ни за что, мои любимки. Ставим лайки 23-му году, запускаем туда счастье и берем его так хорошо, не за хвостик схватить, а так хорошо его взять в руки в виде, конечно же, Венеры, то есть в виде любви. Вот это счастье возьмем и будем нести весь год. Ну что, мои хорошие, спасибо большое за поддержку канала, спасибо за лайки, спасибо за подписку. Становитесь спонсорами канала, и мы с вами встретимся и поймаем это обязательно счастье, запускаем его и поймаем его обязательно в 2023 году. Обнимаю вас.